Добрый вечер всем подписчикам и гостям моего канала. Сегодня 28 июля, и сегодня мы будем подкармливать и поливать клоновидную сливу. Вот это клоновидная слива. Последний раз я ее поливал около месяца назад, поэтому необходимо обязательно полить. Это будет последний полив перед сбором плодов. Ну, до сбора плодов еще дней 20 как минимум. Плоды, как вы видите, достаточно крупные, но у них, я уверяю, есть еще резерв для будущего роста. Одна из веток под тяжестью плодов склонилась к земле, как вы видите. Подкармливать я буду нитромофоской. Я дам буквально 1,5 столовые ложки для этого дерева. Ранее в этом году я уже 2 раза подкармливал. Фертика, весна-лето. Примерно по 2 столовые ложки. Сейчас дам немного меньше, потому что азотистые удобрения уже после 1 августа желательно не давать, но сегодня 28 июля, это последняя подкормка азотом. После этого, конечно, только калий и фосфор. Ну а в составе нитромофоски, как вы знаете, равное соотношение калия, фосфора и азота по 16%. Ну, далее немного засыпаем. Стараемся оставить здесь небольшой холмик. Про мой метод полива вы уже знаете. Вот пошла вода. Напор очень-очень слабый. Шланг устанавливается в стеклянную банку для того, чтобы не размывать корневой слой. Такой полив позволяет влаге достигать до мелких корешков, которые расположены на достаточной глубине, примерно от 80 сантиметров и ниже. А учитывая, что это дерево уже довольно приличных размеров, трехлетка, то, я думаю, может быть даже корни и на глубине около 1 метра. Именно поэтому необходим такой полив очень слабым напором. Ну, думаю, будет поливаться около 2,5 часов. Мы можем делать свои дела, а полив так и будет продолжаться независимо от нас. Как я уже сказал, около 2,5 часов. Пока идет полив, расскажу немного про клоновидную сливу, как ее нужно поливать. Ну, конечно же, без влаги дерево оставлять нельзя, но всегда необходимо соблюдать золотую середину, то есть и не переливать, и не оставлять дерево на голодном пайке по влаге. Здесь надо смотреть по ощущениям. Если вы видите, что стоит засуха, отсутствуют дожди, стоит аномальная жара, конечно же, частоту полива надо увеличить. Ну, к примеру, взять Астрахань. Июль, июнь выдались очень жаркими, дождей вообще не было. Температура поднималась в среднем всегда выше 40 градусов. Сейчас немного жара спала. А так весь июль был, конечно, очень жаркий, аномально жаркий. 8 июля было 56 градусов тепла. Конечно, деревьям было непросто. Соответственно, полив необходимо в такие дни увеличивать, поливать, ну, не раз в месяц, а раз даже в 2 недели, если есть такая возможность. Насчет подкормки скажу следующее. То, что говорю во всех своих видео. После 1 августа старайтесь азот не давать. Давать только калий и фосфор. Чем мне нравится клоновидная слива, это очень неприхотливое плодовое дерево. Скажу вам сразу. Самое главное обработать его в мае, так как тля очень любит посещать листья этого дерева. Но если вы справились с тлей, дальше пойдет все намного легче. Самое главное потом поливать и подкармливать. Вот полив, на это надо обратить внимание, особенно в жару.
то, что мы сейчас и делаем. Как я вам говорил ранее, последний полив до этого был, около месяца назад. Где-то дней 25 назад. Поэтому время поливать пришло уже в связи с тем, что стояла аномальная жара в июле. Итак, давайте посмотрим на промежуточные результаты нашего полива. Примерно полив уже продолжается где-то 1 час 40 минут. Напор очень слабый. Посмотрите, какой напор. Фактически это капельный полив. Может быть, напор чуть больше, чем при капельном поливе. Но все равно это очень слабый напор. И он позволит часа через 2,5-3 достичь влаги до мельчайших корешков, расположенных примерно на глубине около 1 метра, как я уже говорил ранее. Спешка здесь не нужна. Ни в коем случае. Если мы осуществляем полив, то он должен быть, во-первых, глубокий. Во-вторых, необходимо после полива убедиться, что мы добросовестно доставили все питательные вещества тем мелким корешкам, находящимся на глубине, опять же, около 1 метра. А так у нас будет не полив, а пародия на полив, когда мы большим напором в течение 30 минут польем, толков не будет, зальем корневую шейку, влага не достигнет глубины 1 метра, дерево не получит питательных веществ, соответственно, оно будет расти намного хуже, чем росло бы при таком способе полива, при глубоком поливе, который, повторяю, часто не делается. То есть такой полив, конечно же, каждую неделю делать не будешь, поэтому к нему надо подходить с должным пониманием и старанием. Итак, прошло 2,5 часа с того самого момента, как мы начали поливать клоновидную сливу. Напор у нас по-прежнему такой же слабенький. Посмотрите, вода немножко уже стоит, вниз не уходит. О чем это говорит? Что дерево уже достаточно напиталось влагой за эти 2,5 часа, и в принципе уже можно закончить полив. Думаю, этого будет достаточно. Дней на 25 хватит точно этого полива, может даже и на месяц, потому что скоро месяц август, уже такой жары, как в июле, не будет. И тем более до сбора урожая поливать я уже не буду. Обычно у меня такое правило, я не поливаю примерно за 20 дней до сбора урожая. Урожай примерно будет уже дней через 25, может через месяц. Так что все нормально с этим. Итак, мы завершили свой полив. Видите, вода мгновенно ушла после того, как я отключил воду. Это даже и хорошо. То есть застой воды, конечно, нежелательно. Здесь она ушла буквально через полминуты. Мы поливали, соответственно, 2,5 часа. Я думаю, этого очень даже достаточно. На этом мое короткое видео подошло к концу. В нем я вам рассказал про полив и подкормку клоновидной сливой в конце июля, а именно 28 числа. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат. Подписывайтесь на канал. Вас ждет много интересного и полезного.